Турция. Это удивительная страна, где живут гостеприимные люди. За пределами комфортабельных отелей и пляжей Турции прячется самобытная и прекрасная природа этой чудесной страны. Излюбленным маршрутом пешеходных туристов давно стала Ликийская тропа, богатая своими умопомрачительными пейзажами и древней историей. Протяженность маршрута, проходящего вдоль побережья Ликии, равняется примерно 500 километрам. В свою очередь, Ликией называлась страна, по территории которой сейчас бьется тропа. В этом фильме мы познакомимся с восточной частью этой замечательной тропы, и это заставит вас увидеть Турцию в новом свете. Приключения ждут вас! Утро, горы, озеро, павлины. От красоты увиденного отбирает речь. Весной эти места особенно красивы и полны жизни. Все цветет и пахнет, вода в реке прозрачная, как драгоценный хрусталь. Экзотика на каждом шагу. Неподалеку находится очень красивая пещера. Если есть время, сюда можно сходить в раздевалку без рюкзаков. И это рядом с входом в каньон Гойнюк. Мы вчера прошли сюда около 4 километров по хорошей дороге от трассы Анталия-Кемер. Программа «Восточная Ликийка» имеет протяженность около 130 километров, занимает 11 дней и стартует со знаменитого турецкого курорта города Анталия. Сюда удобно прилетать самолетом. С аэропорта, предварительно купив проездную карточку, надо добраться автобусом или трамваем до автостанции Отогари. В оговоренное время собирается вся группа и происходит встреча с гидом, если он не летел вместе со всеми. Знакомимся, меняем определенную сумму евро-долларов на турецкие лиры и едем рейсовым автобусом до селения Гойнюк, откуда, как мы уже знаем, недалеко к стоянке с павлинами и кроликами. Во второй день общий километраж составит около 10 километров. Фишка этого дня будет каньонинг. Его уж точно стоит попробовать. Купим билеты на входе в парке, пройдем несколько километров и будем готовы ловить адреналин в каньоне. Речная форель будет смотреть на нас, уже одетых в доспехи. А мы, отдавшись водной стихии, получим массу удовольствия от этого увлекательного аттракциона. После купаний мы перейдем в верховье реки, в которой недавно купались. Питьевой воды на маршруте хватает. В начале мая уже довольно жарко, одеваться надо легко, шорты, футболка, панамка, кепка или бандана на голову от солнца. На ноги очень желательно трекинговые носки и кроссовки с хорошим протектором. С перевала спускаемся к речке, где вечером на стоянке есть возможность искупаться, развести костер, приготовить ужин с фирменной тушенкой туше и устроить романтические посиделки. Утро третьего дня дышит прохладой. Нам сегодня предстоит преодолеть около 15 километров пути. Каньон Гармония усыпан большими валунами, через которые мы переберемся, после чего перейдем несколько раз вброд речку и выйдем через лес к садам Сулеймана. Это отличное место для обеда со свежевыжатыми соками апельсина и граната.
Потом, пройдя по холмистой местности, спустимся по дороге к деревушке Гедельме. Если у кого возникнут проблемы со здоровьем, можно подъехать на местном бусике. Гедельме известна в первую очередь руинами древней крепости, огромными платанами, посаженными еще до Рождества Христова. Местный водопровод будет служить источником чистой прохладной воды на ужин, а на сам ужин у нас сегодня остренькое блюдо суп харчо. После ужина по тропинкам среди кустарников подберемся к византийской крепости Кадрема и полазим по ее развалинам. Считается, что крепость была построена в IX веке и выполняла двойную функцию. Была крепостью для защиты от арабов и имела 5 сторожевых башен. И была охраняемым зернохранилищем, так как микроклимат местности был сухим, что позволяло тут сушить и хранить зерно со всего регіону. Куди ми ліземо під замком піщера? Напевно, там якісь ходи і привидіння. Поход по восточной части Ликийской тропы набирает обороты. Перед выходом разомнемся, посетив под крепостью одну из природных пещер с натечными отложениями. Печери – яскраве природне чудо. Багато століть служили нашим предкам, прихистком і житлом. А тепер служать для того, щоб ми милувалися красою і величчю природи. Сегодня нас ждет 12 насыщенных километров пути к экзотической ночной стоянке. По грунтовке мы войдем в сосновый лес, и через некоторое время нашему взору откроется величественная панорама на Тахталыдаг. Idzie, zobaczył żółw. Żółw mówi do mnie, weź mnie ze sobą. Ja mówię, pani, ja idę na Tachtaly. A on mówi, nie po drodze z tobą. Продолжим наше движение в сторону горы Тахталы. Высота ее над уровнем моря 2365 метров, что делает ее самой высокой в парке Олимпос Бейдаглары. По пути можно встретить средиземноморских сухопутных черепах. Эти милые создания абсолютно безопасны и с удовольствием позируют на камеру. От полуденной жары спасает вода. Небольшой водопад около тропы всем в радость, и можно с удовольствием охладиться в этом шумном потоке. После обеда в селении Яйла-Куздера наш путь пойдет резко вверх. Мы зайдем в сказочный лес, где каждый поворот тропы будет таить в себе что-то мистическое. Сосны постепенно сменятся крепкими кедрами, и мы выйдем на горное плато Чукур, где на уютной поляне, окруженной скалами, разобьем наш лагерь для ночевки. Очень живописная стоянка с карстовым ландшафтом высоких острых расчлененных известняковых скал, напоминающая ландшафт острова Мадагаскар. Неподалеку есть душ, туалет и кафешка, где можно купить соки, айран и даже пиво. С нашей поляны открывается великолепный вид на величественный Тахталыдаг. Высота ночевки максимальная в этом походе 1600 метров. Воздух насыщен можжевеловым запахом, и вся группа в предвкушении ночного восхождения на Тахталы, чтобы встретить рассвет на вершине горы. Мы будем подниматься на гору при свете фонариков и без больших рюкзаков. Переход к стоянке займет около 3 часов.
мы на вершине. 2365 метров – это наивысшая точка нашего маршрута. Сюда также можно подняться с Кемера на фуникулере, но это не для нас. Пьем утренний кофе, фотографируемся и благодарим гору за мега-приключения. По пути вниз повнимательнее рассмотрим здешние виды и высокогорную растительность на склонах Тахталы. Чтобы не возвращаться обратно на поляну, как вариант, можно ночью собрать лагерь, на перевале спрятать большие рюкзаки и радиально выйти на вершину, потом вернуться к спрятанным рюкзакам и начать спуск к селу Бейджик. На обед у нас обычно бутерброды с мясом и салом, твердый сыр, сладкое и порция смеха. Що ми чайника ставили, що чай будемо пити? Нашу, ноги мы. По дороге можно увидеть этих неутомимых жуков, катающих шарик навоза, что считается хорошим знаком. Поэтому будем смотреть под ноги. Может, еще кого увидим. 6 километров спуска с плато Чукур в село Бейджик, и можно селиться в первом кемпинге, где есть форель. А можно пройтись еще пару километров к магазину и поселиться в кемпинге Панорама. И с террас любоваться красотами Средиземноморья. І в 6 ранку послухати мулу і випити каву. Да. На 6-й день через леса и фруктовые сады будем спускаться к морю. 16 интересных километров к селению Улупинар. Оно известно своими ресторанами на воде. Ресторан «Ботаник» – один из них. В нем можно самому выловить форель. Потом ее испекут и подадут с гарниром. Отдохнем немножко от походного дня в этом уютном месте с красивым интерьером и первоклассным обслуживанием. Устроим праздник животу в компании игривых диких уток. На ночь можно остановиться в кемпинге возле Чирали, но лучше в красивом месте возле небольшой речушки. Там есть небольшая ванночка с прозрачной водой, где можно насладиться купанием, а потом устроить постирушки. Жизнь в лагере течет размеренно, каждый занят своим делом. Можно подразнить сухопутных крабов и обсудить дальнейшие планы. Палатки на стоянке нужно ставить кучно, чтобы хватило места для других групп. Коврики на лейкийку желательно брать ижевские. Они надежнее надувных, хотя последние более комфортные. Дождевики обязательно. Рюкзак объемом не меньше 60 литров. Еду удобно готовить на горелках. Где есть хворост, на костре. Так романтичнее. Меню походное, но у каждого гида свои кулинарные фишки. Сегодня вечером нас ждет еще одно особенное место. Чтобы услышать легенду про огнедышащее существо Химера, нам нужно будет радиально подняться на склон одноименной горы после захода солнца. Факелы пламени в нескольких местах вырываются с недр земли, и на фоне ночных огней Чирали это выглядит очень завораживающе. 7-й день принесет новые встречи и новые сюрпризы. 6 километров спуска к морю будут по-своему интересны. Поселимся в кемпинге среди апельсиновых деревьев возле самого моря и будем купаться на пляжах Чирали. Под вечер можно прогуляться в соседнюю очень живописную бухточку, а туда примерно 1,5 часа хода налегке. Чудесное место. Завтра планируем с утра посетить развалины древнего города Олимпос. Оттуда идет тропа через перевал в поселок Адрасан. Можно эти 17 километров преодолеть налегке, отправив рюкзак на машине в этот городок, но интереснее всего туда приплыть на нанятом кораблике. Он останавливается на берегу интересных бухт и заплывает в гроты. Вкусный обед, купание с морской черепахой и шикарная фотосессия вам обеспечены.
Отдельное внимание в фильме стоит уделить древнему городу Олимпос, вернее его развалинам. Поражает мудрость людей, облюбовавших это место много веков назад. В поисках прохлады и природной защиты они обосновались в тенистой бухте у горной реки, прорезавшей выход к морю в неприступной горной гряде. Они возвели капитальные строения, во многом сохранившиеся до наших дней. На них посмотрим и мы. Поражает воображение то, что можно разглядеть в сумраке густых зарослей и переплетений лиан. Увидим, что саркофаги, будучи разграбленными, все же уцелели. Местами для наглядности реставраторами восстановлена система городского водоснабжения. Массивные ворота, амфитеатр, место с позитивной аурой, где историей дышит каждый камень и каждый поворот. Олимпус, один из 6 главных городов Ликии, имел десятки улиц, сотни каменных зданий, как частных, так и общественных, и был защищен со стороны моря крепостной стеной. Величие, грациозность и качество простроек античных времен поражает воображение. Из образа трудно выйти, и путешествие наше продолжается. В Адрасане наибольшая плантация апельсинов во всей Ликии. Ставим палатки в кемпинге и решаем, куда пойти. Или к башням, или на пляж. Рядом есть безымянная гора, чем-то напоминающая Матерхорн. Девчонки, берите красивые платья и получите экстравагантные фоточки с ее вершины. Потом можно спуститься в маленькую бухту с тайной пещерой. Наш путь лежит к маяку Гелидонии и Пиратской бухты. Как и в предыдущие дни, у нас есть несколько вариантов, как организовать дорогу туда. Можно пройти 20 километров с рюкзаками за плечами, но целесообразнее отправить их к точке назначения на машине, а самим пойти налегке. Кроме того, существует возможность доплыть до Пиратской бухты на катере прямо с Адрасана. Пиратская бухта носит свое название неспроста. Там действительно когда-то жили настоящие пираты. Мы посмотрим руины старого форта и постараемся найти сундук с драгоценностями, которые наверняка где-то здесь спрятаны. А если золото не найдем, ничего страшного, нас ждут другие сокровища. Фруктовые сады и тихие пляжи. И все-таки вода здесь особенная. Наше путешествие близится к концу. С утра успеем искупаться и позагорать, а потом пойдем в поселок Караос, откуда уже можно доехать до Анталии. Будет что вспомнить, рассказать и позвать сюда своих друзей. Ведь скулуарам интересно, и на память о поездке всегда дарят сертификаты и сувениры. Если в горы, то скулуар. Якщо в гори, то скулуар!